Всем привет! Вы на канале MyScience. Меня зовут Алекс. В этом видеоролике вы окунетесь в краткий исторический обзор, как развивалась иммунология. Предлагаю устроиться поудобнее. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик. И что же такое иммунология, дорогие друзья? Сейчас я вам об этом расскажу. По происхождению иммунология – это прикладная медицинская наука. Ее предыстория насчитывает более 2000 лет. На протяжении этого времени основным подходом в данной области был эмпирический поиск путей в предотвращении инфекционных заболеваний. В основе такого поиска было достоверное наблюдение о том, что люди, перенесшие некоторые заразные болезни, повторно ими не заболевали. Ярко и очевидно этот факт проявился при оспе. Именно это заболевание стало плацдармом для формирования иммунологии. Описано предупреждение развития оспы у наследника китайского императора с помощью нанесения на слизистый носа материала из пустул людей, выздоравливающих от оспы. Это первое письменное свидетельство, которое однозначно можно отнести к области иммунологии. Профилактический опыт в данном случае был успешным. Подобный подход, позже названный европейцами вариоляцией, был, по-видимому, независимо разработан в разных вариантах во многих регионах Азии. Во всяком случае, вариоляция была широко распространена к началу XVIII века, когда жена британского посла в Константинополе леди Монтегю описывала в своих письмах и пропагандировала эту процедуру. На протяжении XVIII века практика вариоляции, особенно после ее усовершенствования Ричардом Сутоном, получила широкое распространение в Европе, вписавшись в идеологии эпохи Просвещения. Европейские монархи подвергали вариоляцию своих детей и внуков в знак причастности к прогрессивным веяниям времени. Надо признать, что вариоляция несла значительный риск и нередко приводила к развитию заболеваний и смерти, что в конце концов было осознано европейцами, не готовыми жертвовать даже единичными гражданами ради абстрактного прогресса. Вариоляция была запрещена в большинстве стран. В 90-х годах XVIII века английский врач Эдвард Дженнер, работавший в сельской скотоводческой местности, сделал наблюдение, что коровницы, контактировавшие со скотом больным коровьей оспой, если и заболевали человеческой оспой, то переносили ее легко. Основываясь на этом подтвержденном, но все-таки эмпирическом факте, Эдвард Дженнер предпринял рискованный эксперимент на человеке. Он привил коровью оспу от заболевшей ею коровницы 8-летнему Джеймсу Фипсу. Реакция на прививку проявилась в виде кратковременного недомогания. Повторная прививка коровьей оспы дала еще более слабую реакцию. После этого Дженнер предпринял шаг, который в настоящее время мог быть расценен как преступление. Привил подростку материал от больного человеческой оспой. Заболевание не развилось. Отчет об этом успешном опыте вакцинации был опубликован в научной прессе в 1796 году. Однако эту публикацию нельзя расценивать как начало иммунологии, поскольку речь в ней шла о конкретной профилактической процедуре, а не об общих принципах и правилах, которые можно было бы расценивать как фундамент новой науки. На протяжении XIX века вакцинация приобрела широкое распространение в цивилизованном мире и применялась в практически неизменном виде до недавнего времени, когда международное сообщество признало факт элиминации оспы в 1980 году. Рождение иммунологии как науки связано с именем Луи Пастера. Широко известно, что Луи Пастер создал микробиологию и доказал роль микроорганизмов в развитии и распространении заразных заболеваний. Он же сформировал общие принципы иммунологической профилактики инфекционных заболеваний, что рассматривают как отправную точку иммунологии как самостоятельной науки. В качестве точки отсчета ее существования принимают 1880 год, когда были опубликованы результаты исследований Луи Пастера
Пастера по созданию и успешному испытанию живой ослабленной вакцины против куриной холеры. Суть эксперимента состояла в том, что курам прививали вибрионы куриной холеры, культивированные в неблагоприятных условиях, что не вызывало у животных заболевания и в то же время предотвращало развитие заболевания при последующем введении активных возбудителей холеры кур, убивавших невакцинированных птиц. Фактически был получен результат, сходный с результатом Эдварда Дженнера, но с двумя существенными различиями. Во-первых, Луи Пастер ставил эксперимент на птицах, а не на человеке. Во-вторых, профилактический эффект основывался не на перекрестной защите, индуцированной предварительным введением родственного, но иного инфекционного агента, а на сознательно разработанной процедуре ослабления, аттенуации возбудителя, используемого для профилактической иммунизации. Тем не менее, термин «вакцинация» применяют ко всем типам профилактики, основанным на предварительном введении инфекционного материала, возбудителя или его молекул. В результате этого исследования Луи Пастер ввел еще один более значимый термин – иммунитет. Он происходит от латинского «immanitas» – освобождение. Феодальное право обозначало этот термин, наличие у некоторых слоев населения привилегий, их освобождение от податей и так далее. Данный термин сохранился в качестве правового до наших дней и используется для обозначения неприкосновенности дипломатов, дипломатического иммунитета. Интересно, что в древности термином иммунитет обозначали также устойчивость к ядам, в том числе приобретенную благодаря приему их в малых дозах. Слово иммунитет с медицинским значением освобождение от болезни впервые зафиксировано в 1869 году в словаре Литрие. Луи Пастер вкладывал в это понятие близкий, но более конкретный смысл – снижение вероятности развития инфекционного заболевания после повторного заражения, то есть после ранее перенесенной инфекции. Серия исследований Луи Пастера привела к созданию вакцин против сибирской язвы и краснухи свиней. В 1885 году Луи Пастер и его ученики создали вакцину против бешенства, на этот раз предназначенную для человека. Элемент риска при этом также присутствовал, но апробация вакцины была оправдана предшествующим экспериментальным опытом. Важно отметить, что для оценки эффективности вакцины вирус бешенства не вводили. Фактически при этом использовали уже современные принципы клинических испытаний препаратов. В ближайшие десятилетия после открытия Луи Пастера в результате интенсивной деятельности, в основном французско-русской и немецкой школ, были достигнуты успехи развития прикладной иммунологии и заложены основы иммунологической теории. Первыми следует упомянуть работы Ильи Ильича Мечникова, открывшего фагоцитоз и интерпретировавшего его как фундаментальный механизм иммунитета. В это время был создан ряд новых вакцин, причем не только учениками Луи Пастера, но и немецкими учеными, тяготевшими главным образом к школе Роберта Коха. В этом ряду надо выделить работы Эмиля Беринга, показавшего совместно с Китадзата Сибасабура в 1890 году возможность иммунизации против инактивированного токсинов, анатоксинов и переноса иммунитета с сывороткой крови. Фактически опыт с переносом иммунитета послужил первым свидетельством существования антител, гуморальных факторов, а последующих специфичный в отношении возбудителя инфекционного заболевания иммунитет. Термин антитела ввел Пауль Эрлих в 1891 году. Роберт Кох, прославившийся открытием и изучением возбудителя туберкулеза и внесший большой вклад в развитие иммунологии, описал реакцию на туберкулин в 1890 году, ставшую первым примером иммунного процесса, обусловленного лимфоцитами, задолго до того, как возможность развития таких реакций была теоретически обоснована. Ученые одним за другим описывали новые иммунологические феномены и факторы. Илья Ильич Мечников первым стал говорить о существовании специализированной системы, иммунной системы, функции которой формирование и осуществление реакции иммунитета. Дейч ввел термин антиген в 1903 году для обозначения веществ, на которые реагирует иммунная система, обеспечивая их удаление из организма. Разработав способ окрашивания клеток, Пауль Эрлих описал основные
отдельные разновидности лейкоцитов, которые уже тогда считали эффекторными исполнительными клетками иммунитета. Он же описал тучные клетки, главные эффекторы аллергических реакций немедленного типа. Аллергия была открыта в 1902 году Шарлем Riche и Полем Портье, описавшим феномен анафилаксии. Жюль Барде открыл систему комплимента. Начало развиваться учение о неинфекционном иммунитете, то есть о возможной направленности иммунологических механизмов не против инфекционных агентов, а против тканей, чужеродных и даже собственных. Основы иммунологических процессов, направленных против чужеродных тканей внутри вида животных, были в принципе раскрыты Карлом Ланштейнером, показавшим наличие генетически детерминированного полиморфизма на примере эритроцитов. Он открыл группу крови системы АБ0. Возможность аутоиммунных процессов, то есть иммунных процессов, направленных против собственных антигенов, была обоснована Паулем Эрлихом и Юлиусом Марнинротом в первые годы 20 века. Этот новый и разнообразный фактический материал осмысливали в процессе его накопления. К началу 20 века существовало два основных теоретических направления в иммунологии: клеточное, созданное Ильем Ильичем Мечниковым, и гуморальное, родоначальником которого был Пауль Эрлих. Именно за альтернативное, но равные по значимости теории иммунитета они были удостоены Нобелевской премии в 1908 году. Илья Ильич Мечников полагал, что в основе иммунной защиты лежат клеточные механизмы фагоцитоза, хотя и не отрицал вклад гуморальных факторов, прежде всего антител, например, в качестве опсонизирующих агентов. В теориях Пауля Эрлиха содержались элементы, значительно опережающие время, в частности, идея предсуществования и селекции рецепторов для антигенов, ставшая через полвека на ином научном фундаменте основой современной иммунологии. Открытия, разработки и теории рубежа 19 и 20 веков послужили основой классической иммунологии. За работы этого периода было присуждено 6 Нобелевских премий, в том числе самая первая премия по физиологии и медицине, присужденная Эмилю Берингу. Однако на протяжении 20-30-х годов 20 века иммунология постепенно превращалась в раздел медицинской микробиологии, и интенсивность ее развития существенно снизилась. Единственное серьезное фундаментальное достижение за этот период явилось создание иммунохимии в результате приложения к иммунологии законов химической кинетики. Это способствовало прогрессу в понимании взаимодействия антигенов и антител в период, когда антитела еще не были выделены в чистом виде и их природу только начали изучать. Работы Арнетти Селиуса по электрофорезу сывороточных белков, показавшие, что антитела принадлежат преимущественно к фракции гамма-глобулинов. Несмотря на то, что во время Второй мировой войны фундаментальные научные исследования практически не проводили, именно тогда была доказана роль лимфоцитов в иммунологических процессах. Сразу после окончания Второй мировой начался новый этап развития иммунологии, на котором доминировало неинфекционное клеточное направление. Работы в области инфекционной иммунологии, в тот период они практически полностью сводились к вакцинологии, продолжались, но были оттеснены на периферию науки, поскольку основывались исключительно на принципах классической иммунологии предшествующего периода. Тогда иммунологические процессы особенно четко разделили на специфические, современной терминологией адаптивный иммунитет, и неспецифические. Таковыми считались проявления врожденного иммунитета. Последние не вызывали интереса в рамках новой иммунологии. Довольно активно проводили исследования в области гуморального иммунитета. Достаточно сказать, что именно в этот период антитела не только были выделены, но и достаточно полно охарактеризованы с химической точки зрения в качестве особых белков, иммуноглобулинов, в работах Родни Портера и Джеральда Эдельмана. Однако основные успехи нового витка развития иммунологии были связаны не с ними. Иммунология в течение 4 послевоенных десятилетий была основана прежде всего на изучении роли лимфоцитов в иммунитете. Питер Медовар в исследованиях, которые он начал еще во время Второй мировой, доказал иммунологическую природу отторжения аллотрансплантантов и вместе с другими исследователями показал, что главный фактор трансплантационного иммунитета не антитела, а лимфоциты, способные перенести эту форму иммунитета
интактным реципиентом. Одновременно с этим генетики обнаружили гены, которые кодируют молекулы, определяющие тканевую несовместимость. Главный из этих генов образует комплекс, названный главным комплексом гистоссовместимости MHC. В контексте этих исследований сформировалось очень важное противопоставление свое-чужое. Эти экспериментальные факты, а также революционные достижения в области биологии, точнее возникшей тогда молекулярной биологии, вступили в противоречие с инструктивными теориями синтеза антител, возникшими в 30-е годы. Суть этих теорий сводилась к тому, что уникальная структура антител и их способность специфически связывать антиген обусловлена влиянием антигена на химическую структуру белка и антитела или его конформацию. По современной терминологии фолдинг. Такие представления противоречили аксиомам молекулярной биологии и были отвергнуты. Взамен было предложено несколько вариантов селекционной теории, возрождавшись представление Пауля Эрлиха, теория боковых цепей, о стимуляции антигенов синтеза, предшествующих комплементарных ему рецепторов. Наиболее полно отражала воззрение тех лет, а по принципиальным позициям и сегодняшнего дня селекционно-клональная теория Фрэнка Бернета в 1957 году, особенно в совместной редакции Бернета и Джошуа Ладенберга. Суть селекционно-клональной теории сводилась к следующему. В организме спонтанно возникают клоны лимфоцитов, несущих на своей поверхности рецепторы, специфичные ко всем возможным антигенам, точнее к их участкам эпитопам. При этом один клон распознает один эпитоп. Характер реакции лимфоцитов на распознаваемый их рецепторами антиген зависит от степени зрелости. Недостаточно зрелые лимфоциты погибают, а зрелые пролиферируют и дифференцируются в антителообразующие и другие эффекторные клетки. Поэтому клоны, распознающие антигены, представленные в данном организме, погибают и остаются только клоны, распознающие чужеродные антигены. В процессе экспериментальной разработки этой проблемы Питер Медовар и его сотрудники открыли явление иммунологической толерантности, то есть терпимости к чужеродным субстанциям, если они вводились до завершения созревания иммунной системы. Тем самым было показано, что дискриминация своего-чужого не задана генетически, а формируется в онтогенезе. В 60-е годы 20 века был достигнут значительный прогресс в анализе гетерогенности лимфоцитов. Открытие Жаком Миллером в 1961 году иммунологической роли тимуса позволило разделить лимфоциты на две популяции: тимус-зависимые Т-лимфоциты и зависимые от бурсы, органов которой развиваются эти клетки у птиц, Б-лимфоциты. Было показано, что при образовании антител Б и Т-клетки кооперируют, причем Б-клетки служат предшественниками антителопродуцентов, а Т-клетки их помощниками, Т-хелперы. В то же время Т-клетки могут выступать в качестве самостоятельных исполнителей иммунологической функции, например, при отторжении трансплантанта или защиты от вирусов, в качестве цитотоксических Т-лимфоцитов, Т-киллеров. В начале 70-х годов возникло учение о Т-супрессорах клетках, подавляющих иммунный ответ, в частности на аутоантигены. Тогда же была открыта еще одна разновидность лимфоцитов – естественные киллеры, НК-клетки, аналог цитотоксических Т-лимфоцитов в системе врожденного иммунитета. Очередные вопросы касались природы антиген-специфических рецепторов Б и Т-клеток и механизмов распознавания ими антигенов. Ответы на эти вопросы в отношении Б-лимфоцитов были найдены быстро. На поверхности Б-клеток обнаружили мембранные иммуноглобулины, антитела, определявшие специфичность клонов Б-клеток, что подтвердило одно из положений теории Бернета. Торжеством идей Франка Макфарленда Бернета стало создание гибридомной технологии, позволившей получить моноклональные антитела, обеспечив слияние антителообразующих клеток с опухолевыми, то есть придав антителопродуцентам способность к неограниченной пролиферации. Удалось разделить популяцию на клоны и выделить их гомогенные продукты – моноклональные антитела. Биотехнологическая важность этого достижения, а именно возможность получать гомогенные антитела созданной специфичности в неограниченном количестве, даже превзошла его теоретическую значимость. Фактически это определило переход иммунологии на новый уровень, произошедший примерно 10 лет спустя. В конце 1970-х годов была в принципе раскрыта природа разнообразия антиген-распознающей способности антител. Судзуми Танигава открыл и расшифровал процесс реаранжировки перестройки вариабельных генов Б-лимфоцитов. Позже было показано, что на той же основе формируется разнообразие V-антигенов Т-лимфоцитов. Установление природы антиген-распознающего рецептора Т-клеток и закономерности
закономерности и распознавания антигенов этими лимфоцитами было другой важной проблемой иммунологических исследований в 70-е годы. Главный прорыв в этой области связан с работами Рольфа Цинкернагеля и Питером Дохерти, установивших, что Т-клетки распознают не свободный антиген, а его фрагмент, встроенный в состав молекулы MHC. Природа Т-клеточного рецептора обозначается тремя английскими буквами TCR. Была установлена только в начале 80-х годов. Оказалось, что TCR не иммуноглобулины, но родственные им молекулы двух разных типов. В 80-е годы сформировались учения о цитокинах, однако оно было основано на данных, полученных в предшествующих десятилетиях. Были расшифрованы основные процессы, происходящие в тимусе, связанные с дифференцировкой и селекцией Т-лимфоцитов. В начале 80-х годов произошло событие, оказавшее большое влияние на иммунологию. Было описано новое заболевание – иммунодефицит вирусной природы, синдром приобретенного иммунодефицита СПИД, которое сразу приобрело высокую социальную значимость. Это способствовало росту финансирования исследований в области иммунологии и повышению их методического уровня, что затронуло как фундаментальную науку, так и прикладные клинико-иммунологические исследования. В этот период начинается распространение базовых методов современной иммунологии, иммуноферментного анализа, а затем проточной цитометрии. Этот период развития иммунологии, показавший важность клеточных основ адаптивного иммунитета и фактически игнорировавший факторы врожденного иммунитета, завершился во второй половине 80-х годов 20 века, когда в иммунологии стали интенсивно внедрять методы и принципы молекулярной иммунологии. Конец этого периода ознаменовался своеобразным кризисом, показавшим, что не все экспериментальные данные, предшествовавшие периода, выдерживают испытания новыми научными подходами, так как применением методом клеточного и молекулярного генетического клонирования показало, что разновидность Т-лимфоцитов, Т-супрессоры, как таковые, супрессорами не являются. Молекулярно-биологические методы и технологии стали неотъемлемой частью иммунологии на рубеже 80-х и 90-х годов, что ознаменовало ее переход на новый уровень. В это время важным показателем достоверности данных стало применение при исследованиях генетических подходов. Чрезвычайно широкое применение получили трансфекция и нокаут генов, а также использование клеточных клонов, моноклональных антител. Для этого периода характерно активное обращение на новом методическом и идеологическом уровнях к инфекционной иммунологии, включая создание вакцин нового типа. Одновременно обострился интерес к практическому применению получаемых результатов. Возможно, это стало следствием чрезвычайного удорожания научных исследований, проведению которых необходимо было дать практическое обоснование. Излюбленной областью создания и применения новых молекулярно-биологических моделей стала иммуноонкология. Понятие вакцина потерпело изменения. Теперь этим термином стали обозначать не только профилактические антиинфекционные препараты, как прежде, но и препараты для лечения онкологических, аллергических и аутоиммунных заболеваний. Однако следует признать, что несмотря на большую интенсивность исследований и чрезвычайно высокий методический и технологический уровень работ, проводимых в данных направлениях, реальные практически значимые достижения в них невелики. К особенностям этого периода развития иммунологии можно отнести чрезвычайно высокие требования к методической стороне исследования, явно выраженную прикладную ориентацию и очевидные пренебрежения теоретическими обобщениями. Экспериментальные достижения этого периода очень многочисленны, но их значимость не всегда можно оценить. Назовем лишь некоторые из них. Расшифровка сигнальных путей, обеспечивающих активацию лимфоцитов и клеток врожденного иммунитета, изучение дендритных клеток как клеток, связывающих врожденный и адаптивный иммунитет. С дендритными клетками связаны многие попытки практического применения достижений иммунологии, в частности при создании вакцин разного рода. Расшифровка факторов и их механизмов, определяющих распространение клеток в организме и пути их рециркуляции, а также гемостаз лимфоидных клеток, открытие механизмов формирования лимфоидных органов, обнаружение гетерогенности
хелперных Т-лимфоцитов и их связи с патологией, повторное открытие супрессорных клеток, теперь в качестве регуляторных Т-лимфоцитов и другие. Наиболее крупным теоретическим обобщением, повлекшим большое число экспериментальных исследований и практически значимых разработок, послужило учение Чарльза Джануэя и его последователей в природе распознавания во врожденном иммунитете и иерархических взаимодействий врожденного и адаптивного иммунитета. При этом, во-первых, был открыт новый тип иммунологического распознавания, заставивший отказаться от представлений о неспецифичности врожденного иммунитета. Во-вторых, было обосновано представление о невозможности запуска адаптивного иммунитета без предварительной активации врожденного иммунитета. Исследования, проводимые в области иммунологии в 21 веке, в большей или меньшей степени ориентированы на эту концепцию. В настоящее время часто высказывают опасения, что иммунология, как самостоятельная научная дисциплина, исчезает, растворяясь в молекулярной биологии. Аналогичное растворение в микробиологии констатировали в предвоенный период. Едва ли это возможно, поскольку у иммунологии есть собственный объект исследования – специфические взаимодействия между антигенами и их рецепторами, лежащие в основе дискриминации свое-чужое, имеющие разнообразие проявления и со временем приобретающие все новые аспекты. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик и обязательно напишите в комментариях свои вопросы, я с удовольствием на них отвечу.